Привет, дорогие друзья! Делаем сегодня пирог из готового теста. Ну, такой пирог с интересной подачей. Вот. На столе все, что нам пригодится в процессе приготовления. И сначала делаем начинку. Любое мясо, у меня в данном конкретном случае буженина, можно ветчину, можно колбаску. То есть, что у вас есть под рукой, очень тоненько нарезаем. Буженинку порезали. Теперь вот у меня такой творожок. Творожок может быть 5%, может быть 9%. Туда выдавливаем несколько зубчиков чеснока. Выдавили чеснок. Теперь майонез. Ну, 1 столовой ложки хватит. И тщательно все перемешиваем. Соль, перец по вкусу. Кому что нравится. У меня здесь в майонезе соли достаточно. Майонез собственного приготовления. Ссылку на него вы увидите на экране. На грубой терке трете яйцо. 100 грамм сыра трете вот на такой мелкой терочке. И с половинки лимона снимаете только вот цедру желтенькую. Так, готовое тесто. Полкило. Вот, полкило. На рабочую зону выкладываем припудренную мукой и раскатываем до 3-4 миллиметров, где-то так. Так, тесто раскатали, визуально поделили его на 3 части. Последнюю часть где-то вот так по сантиметрам, но не до конца, нарезаем. Сантиметр-полтора тестом нарезаем. Вот такая заготовочка у нас получилась. Теперь по центру начинаем выкладывать начинку. Делаем так, выкладываем, чтобы ее можно было защипать вот с этих сторон. Ну, в процессе я все покажу, расскажу. Выложили вот так вот мясо. Теперь сверху на него творог. И слегка размазываем, чтобы он выложился аккуратно. Выложили вот так творожок аккуратненько. Теперь у нас отварное яйцо. Ну, их 2 яйца. Тоже аккуратно. Ну, в конце теперь сыр с лимонной цедрой. Тоже аккуратненько. И лимонная цедра так сверху произвольно. С начинкой мы закончили. Теперь будем собирать пирог. Значит, вот этой частью больше накрываем и очень тщательно защипываем. Здесь даже можно подвернуть. Так, лишнее убираем. Лишнюю муку. А вот эти вот кусочки теста вот так закручиваем. Все. Полоски закрученного теста пропускаем вот таким вот образом на другой конец пирога. И закрепляем. Пирог прокалываем в нескольких местах, чтобы выходил пар. И теперь смазываем яйцом. Сверху посыпаем кунжутом. Можно белым, можно жареным, как вам нравится. Пирог я поставила на среднюю полочку. Верх-низ конвекция. 180-190 приблизительно так градусов для готовки. И 35 минут выпечки. Ждем. Итак, дорогие друзья, пирог испекся. Дадим ему немножко остыть. И можно уже кушать будет. Пирог остыл, можно его резать острым ножиком. Вот такая вот вкуснятина, которая быстро готовится и очень сытная. А на этом, пожалуй, все. Всем приятного аппетита. Пока-пока.